Привет! С вами «Все как у зверей», программа о том, в кого люди такие. И сегодня ее ведет Баа-констриктор Каддафи и человек-субстрат Женя Тимонова. И сегодня у нас день Бэтмена. Почему все так любят Бэтмена? Ну, видимо, потому что чувствуют, что между человеком и летучими мышами общего гораздо больше, чем завещал великий Дарвин. Вот, например, зоологи Сиракузского университета провели очень большое масштабное исследование 334 видов летучих мышей. И вот в процессе этого исследования они обнаружили одну очень любопытную закономерность. Летучие мыши по своему половому поведению разделяются на моногамных и полигамных. Моногамные образуют более-менее стабильные пары, а полигамные придаются промискуитету и беспорядочным совокуплениям. Ну, как беспорядочным? На самом деле самки имеют совершенно четкий критерий, по которому они отбирают половых партнеров. Это размер гениталий. А гениталии у летучих мышей действительно огромные. Они достигают 8,5% общей длины тела. Если бы у человека было что-то подобное, то при массе, ну, допустим, 80 килограммов, это весило бы 7 килограммов. И это, конечно, совершенно в голове не укладывается. Ну и выглядит это действительно эффектно. Особенно учитывая, что у рукокрылых тот же самый тип строения гениталий, что и у людей, так называемый пенис-пендулум или маятниковый. Ну и вот висит самец вниз головой со своим пенис-пендулом, завернувшись в крылья для теплоизоляции, и тут видит самка. И он такой: «Хача, детка, 8%. И она, конечно: «О, да ты просто Бэтмен». Ну и понятно. Вот. Но такое счастье бывает не у всех, а только у видов, практикующих промискуитет. И, проще говоря, чем более беспорядочно спариваются самки, тем больше гениталий самцов. И вот на этой оптимистической ноте доктору Питнику бы по-хорошему прекратить свои исследования. Но он пошел дальше и докопался до факта, который, конечно, все испортил. Оказывается, у летучих мышей существует абсолютно четкая обратная корреляция между размером гениталий и размером головного мозга. Чем больше первое, тем меньше второе. И в этом многих огорчившем факте, в общем-то, нет ничего удивительного. Самки, практикующие беспорядочное спаривание, ставят своих самцов в условия так называемой спермовой войны. Жесткой конкуренции за то, чтобы самка выносила именно твое потомство, а не потомство кого-то еще из принимавших участие. А победу в спермовых войнах может принести только качество и количество спермы, что в свою очередь требует мощных гениталий. У самцов начинается настоящая гонка вооружений. И как за каждую гонку вооружений, за нее приходится платить. И платить дорого. Потому что функциональная ткань яичек относится к так называемым дорогим тканям. Вот, например, кожа, кости или мышцы, они ткани недорогие, поэтому их можно наращивать без особых ограничений. А вот паренхима тестикул и ткани головного мозга – это такая дорогая парча, которой вот на все не хватит. И поэтому самцам приходится выбирать, во что инвестировать прежде всего свои ресурсы – в половое развитие или в интеллектуальное. Вот, например, самкам моногамных видов им не очень важен размер гениталий самцов, потому что им главное, чтобы человек был хороший. А человеческие качества летучей мыши определяются размером ее головного мозга. Чем он больше, тем более гибкое адаптивное поведение, тем более быстрая реакция и вообще масса всяких преимуществ, потому что иметь большой мозг – это не только печально, но и вообще-то полезно. Эту теорию ограниченности ресурсов косвенно подтверждает и другой эксперимент, проведенный другими американскими исследователями с самцами жука-навозника Антофагус нигривентрис. Самки этих жуков также практикуют беспорядочное спаривание и ставят своих самцов в ситуацию жесткой половой конкуренции, в которой у них два главных оружия – это тестикулы и рога. Рога, чтобы забодать условно других самцов и получить доступ к самке. А тестикулы, соответственно, чтобы передать ей как можно больше себя. Так вот, бесчеловечные американские ученые взяли личинок самцов антофагуса и буквально прижгли им зачатки рогов. И когда произошла метаморфоза и личинки стали взрослыми жуками, то никаких рогов у них не выросло. Но какие у них были яйца! А другой партии этих личинок повезло меньше, потому что им прижгли натурально зачатки тестикул. И тестикул у них во взрослом состоянии не было никаких. Но зато какие у них выросли рога, куда тому дурному кадиллаку из Каллада. И это один из основных принципов онтогенеза. Быть одинаково прекрасным и в том, и в другом невозможно. Чем-то придется пожертвовать. Так что, парни, чтобы у вас не оказалось выдающимся, хвастаться этим не имеет смысла. Всегда найдется та, которая предпочла бы, чтобы все было наоборот. С вами было «Все как у зверей». Пока.
мы не можем снять этот эпизод, потому что мне нужно показать, как он это делает. А меня жестко зафиксировали. И он такой: хача, детка, 8,5 сантиметров. Каких сантиметров, когда процентов? Господи ты, боже мой. Она им говорит: ха-ха-ха, вот ты лузер.